Здравствуйте! Хочу вам рассказать про модуль Forget Me Not для ролевой системы Call of Cthulhu 7 редакции. Я не нашел роликов на русском языке про модули для этой ролевой системы, и даже на английском их достаточно мало. Поэтому я не знаю, интересно это вообще кому-либо, но мне это интересно, поэтому я решил записать вот такой ролик со своими мыслями по поводу сюжета. Модуль Forget Me Not входит в сборник Things We Leave Behind. Замечательный сборник, там 5 сюжетов, которые происходят в современности, все они очень серьезные, взрослые, там прям на книжке написано, что это сюжеты не для детей, и мне они прям зашли своей мрачностью. Они отличаются от остальных более приключенческих сюжетов Call of Cthulhu и уходят скорее в такой триллер. В принципе, сюжет Forget Me Not может быть частью большой кампании, но, скорее всего, это просто one-shot. И именно с такой точки зрения я буду о нем рассказывать. Как я уже сказал, действие происходит в современности, значит, игрокам понадобится пользоваться компьютерами, мобильными телефонами и всем таким. Главная особенность — это то, что у персонажей амнезия. В самом начале они просыпаются в минивэне, в ужасном физическом состоянии, побитые, в крови, с потерянными телефонами, где-то посреди поля, и не знают друг друга, что с ними произошло. Задача игроков, собственно, поначалу и выяснить, кто они, что с ними случилось. А так как это Call of Cthulhu, то вы можете подозревать, что с ними случилось уже что-то ужасное. Сюжет начинается с того, что игроки должны пробросить Constitution, Luck и Sanity, и они даже не знают, зачем это происходит. На самом деле это происходит для того, чтобы узнать, в каком состоянии они проснулись, сошли ли они уже с ума еще до начала сюжета, и насколько им повезло не потерять телефон, или сломать или не сломать нос, или на крайний случай просыпаются ли они в собственном моче или нет. Просыпаются игроки внутри минивэна, где-то за городом вечером, все без памяти, в очень плохом состоянии, они избитые, окровавленные, потертая одежда. И только ощупывая карманы, игроки понимают, что они съемочная группа для передачи, для ТВ-передачи, вроде «Необъяснимо, но факт», что-то там сверхъестественное. И с этого момента их задача, собственно, побольше узнать про то, кто они и как сюда попали. Через некоторое время они поймут, что у них есть ключи от отеля. Они будут ехать в отель, посмотрят там собственные вещи, поймут, что с ними была еще одна девушка, их продюсер. Зайдут к ней в комнату и найдут список тех, у кого они уже брали интервью, и это и будет их дальнейшее развитие. По пути их будет все время мучить флешбеки, то есть они будут вспоминать, как они сюда приходили, как они общались с этой женщиной. В процессе они также поймут, что они в этот город пришли для того, чтобы снять сюжет про очень тайный какой-то закрытый дом. Дом с призраками, с чем-то таким. Пока игроки ходят, пробуют понять, кто они такие. Узнают у людей, приходят к людям и говорят: «Слушай, мы тут с тобой разговаривали, я ничего не помню, а что ты мне рассказывал?» Они такие: «Блядь, что? Мы же с тобой вчера разговаривали. Ты ничего не помнишь?» И вот такие диалоги у них будут со всеми NPC в игре. Так вот, все это время они еще очень активно умирают. Сюжет предлагает несколько очень мерзких вариантов того, как показать игрокам, что они ужасно себя чувствуют, но мастеры в этом деле очень вольны. Они могут харкать, блевать, поносить, у них отказывают конечности, падает зрение. Все дело в том, что внутри них Eyhart's Brood, то есть отродье Eyhart'а, древнего, которое изнутри их пожирает. Довольно скоро они, собственно, должны и умереть. Но в этом сюжете они не умрут от этого. Это создано для того, чтобы игроки понимали, что вот у них совсем мало времени, и ничто им не поможет, и только они сами могут найти ответ на то, что с ними случилось. А перейти к этому ответу они могут, собственно, и расспрашивать тех людей, у которых они уже брали интервью ранее. Одна из женщин, у которых они брали интервью в последний день, в тот же день, когда они потеряли память, и есть главная злодейка. Она ведьма, которая Eyhart's Chosen, то есть она его избранная, и она приводит людей к Eyhart'у для того, чтобы он в них отложил свое отродье. Через какое-то время игроки поймут, что она им врет, попадут в этот дом, там их накроют с жуткими флешбэками, ужасной сценой про то, как этот древний Eyhart сначала одну из них убил, а потом всех остальных по очереди хватал и наполнял собственными отродьями. После этого единственная их задача — это найти, собственно, эту женщину, как-то договориться с ней. Договориться с ней не удастся. На самом деле, единственный выход игроков — это найти у нее дома или в офисе книгу, которая есть ответ на то, как им спасти. Сюжет приблизительно, я надеюсь, вам ясен. Самое главное, что я придумал для этого сюжета и чем я горжусь, это то, что я
подготовил персонажей для игроков в 2 экземплярах. Один экземпляр полностью заполненный я держал у себя, а игрокам в начале партии я выдал полностью пустые листы, в которых были заполнены только характеристики, а все скиллы были пустые. То есть у них амнезия, и они не помнят вообще ничего про себя. И там нету ни имени, ни возраста, только в процессе игры они доставали свои документы, читали имя и вписывали сами свое имя, возраст и откуда они. И это еще не все. Как же пользоваться, собственно, скиллами в этой игре? Я придумал систему, в которой только когда игроки начинали пробрасывать какой-то скилл, только тогда я им сообщал, какая цифра соответствует их скиллу. И они тогда заполняли себе чарники самостоятельно в процессе игры. Таким образом, как бы вспоминая о своих навыках, которыми они обладают. Конечно, это может привести к тому, что игроки просто будут делать разные действия, чтобы понять, умеют они их делать или нет, и это будет выбиваться из повествования. Но я думаю, с этим можно легко справиться, просто поговорив с игроками и проговорив, чтобы они так не делали. Ну или если у вас адекватные игроки, они самостоятельно и не будут так делать. Еще в понимании собственных скиллов им может помочь то, поймут ли они, кем они работают. Если это оператор и звукорежиссер, то у него высокие точно spot hidden, listening, он точно умеет точно пользоваться компьютером. А если это ведущий и ученый, то он разбирается в каких-то науках и точно умеет хорошо говорить и договариваться. Некоторые проблемки, которые у меня возникали с этим сюжетом, связаны с тем, что там не прописано, что у игроков будет в Фейсбуке, что у них будет в телефонах, то есть кому они могут звонить. И я советую вам заранее продумать это, потому что игроки точно захотят зайти в свои собственные соцсети, захотят зайти в соцсети NPC, с которыми они общаются. Когда мы играем в современности, соцсети — это то, что всегда надо учитывать, заранее готовясь к сюжету. Когда мои игроки были в этом сюжете, я очень жестко их нагонял их медицинским состоянием, они прям подыхали у меня один за другим, они понимали, что у них очень мало времени, и поэтому они были готовы идти на очень жесткие меры. В результате они набросились на эту женщину, еще даже особо не понимая, кто она и что она, просто уже начали угрожать ей. В потасовке все-таки убили ее. Хотя это довольно сложно, потому что у нее там суперсилы и регенерация. А потом после этого просто набросились на какую-то бабушку, выкинули из машины и украли у нее машину в стиле GTA. Потому что, по их мнению, они уже умирали и у них не было выхода другого. Я считаю, что это офигительный сюжет. Он идеален как ваншот, он необычен, потому что у них амнезия. Он очень мерзкий, он использует древнего, который очень редко используется, Эйхард. И, скорее всего, если вы использовали его хотя бы раз, то все остальные разы, сюжеты очень похожи, потому что его Эйхард's Brute очень похожая работа всегда, и в следующий раз, если игроки с ним встретятся, то они точно поймут, с кем они имеют дело, но, скорее всего, этого не будет, потому что в вселенной Лавкрафта и Ктулху очень много монстров и древних, и вы можете всегда выбирать, а Эйхард — это довольно редкий в использовании древний, и этот сюжет его отлично репрезентирует. Я выбрал этот сюжет как раз из-за того, что мне невероятно понравилась завязка, что все уже произошло до начала сюжета, у игроков нет выхода, и абсолютно безнадега, и тлен будут преследовать их на протяжении всей партии. Я лично думаю, что это ужасно неприятно осознавать, что внутри тебя что-то живет, видеть, как из тебя что-то вылазит. Я добавил даже элемент, что один из игроков увидел в собственном глазу лапку, которая сквозь его век, сквозь глаз пробивалась, потом спряталась. Я еще добавил такой элемент, что одному игроку, когда он рассматривал собственное состояние, он увидел, как у него из глаза лапка пробивается. Я думаю, что это отвратительно. И с верным набором игроков из этого сюжета можно выжить настоящий фильм ужасов, когда вам будет всем очень неприятно прямо в него играть. Если, конечно, у вас есть такая цель, потому что для меня в этом и есть все удовольствие от игры в Звонок Ктулху. Переживать абсолютную безнадегу. В общем, я думаю, что это отличный ваншот. Советую вам его попробовать. Спасибо, что посмотрели.